Есть место, куда не летят птицы, куда не заходит скот, куда местные не ходят ни за какие деньги. Алтай. Горная система в самом сердце Евразии. Туристы едут сюда за красотой, за закатами над Катунью, за ощущением, что мир еще огромен и не тронут. Они не знают, что под этой красотой кое-что спрятано. Тысячелетиями. Намеренно. Я потратил несколько месяцев, чтобы собрать этот материал. Разговаривал с геологами, этнографами, местными жителями, которые сначала молчали, а потом говорили, но только не под запись. И вот что я выяснил. Самое странное здесь не в горах. Оно в людях, которые живут рядом с этим и никогда не задают вопросов. Потому что знают, на некоторые вопросы лучше не получать ответа. 11 мест. 11 историй. И одна деталь в конце, от которой у меня до сих пор стоит холодок. Поехали. Представьте. Вы поднимаетесь на высокогорное плато Укок. 2500 метров над уровнем моря. Вокруг ни деревьев, ни кустов, только бескрайняя степная равнина, будто кто-то срезал верхушку мира и выровнял ее по линейке. Ветер здесь постоянный, режущий, даже в июле. Небо такое близкое, что кажется, протяни руку и коснешься облаков. И тишина. Абсолютная, давящая тишина. У вас в руке телефон. Вы хотите сфотографировать закат, и вдруг понимаете, связи нет. Совсем. Ни одного деления. Ладно, объяснимо, высокогорье, глушь. Но через полчаса телефон разряжается. Полностью. Хотя был заряжен на 80%. Вы достаете запасной аккумулятор. Он тоже умирает через несколько минут. Добро пожаловать на Укок. Это плато, зона покоя, официально охраняемая территория. Вход ограничен. Но дело не в законах. Дело в том, что коренные алтайцы называют Укок дорогой в Нижний мир, местом, где граница между живыми и мертвыми становится тоньше, чем где-либо еще на Земле. В 1993 году здесь нашли мумию. Ученые назвали ее «принцесса Укока». Возраст — 2500 лет. Молодая женщина, погребенная с 6 лошадьми, в одеждах из тончайшего войлока, с прической, которую делали специально для похорон. На ее левом плече — татуировки. Мифические существа, переплетенные в ритуальном узоре. Искусство такого уровня, что современные мастера тату изучают эти рисунки до сих пор. Ее извлекли. Вывезли. И тогда началось то, что местные называли просто «плато разгневалось». В год извлечения мумии на Горный Алтай обрушились наводнения. Сошли сели. В 2003 году землетрясение силой 7,3 балла, сильнейшее за всю историю наблюдений в регионе. Алтайцы написали обращение в правительство России с требованием вернуть принцессу на место. Они называли ее Ак-Кадын, белая госпожа, хранительницей покоя этих мест. Мумию вернули. Не на плато, в местном музее в Горно-Алтайске, где построили специальный саркофаг с климат-контролем. Землетрясений больше не было. Я не говорю, что одно связано с другим. Я просто рассказываю факты. А телефоны на Укоке разряжаются до сих пор. Геофизики замеряли электромагнитный фон плато. Данные засекречены. Или их никто не публиковал. Как именно, неизвестно. Горный Алтай, Солонишенский район. Небольшая пещера в скале над рекой Ануй. С виду ничего особенного. Низкий вход, гулкий коридор, запах сырости и летучих мышей. Туристы проходят мимо тысячами. В 2010 году ученые извлекли из этой пещеры фалангу детского пальца. Крошечную косточку, которую легко можно было принять за звериную. Анализ ДНК изменил все, что мы знаем о человечестве. Это были останки существа, которого до этого момента никто не знал. Ни неандерталец, ни кроманьонец. Совершенно другой вид человека, денисовец.
Он жил здесь от 200 до 50 тысяч лет назад. И его гены до сих пор живут в нас. В каждом из нас, у кого есть азиатские корни, от 3 до 5% генома — это денисовец. Вдумайтесь. Под этой горой, в этой пещере, кто-то сидел у огня. Смотрел на ту же реку Ануй. Думал о чем-то своем. Мы не знаем, умел ли он говорить. Не знаем, было ли у него искусство. Не знаем, верил ли он во что-то. Мы знаем только одно — его пещера стоит до сих пор. И в пещере 3 слоя. Нижний — 300 тысяч лет. В нем нашли инструменты такой точности обработки, которую раньше приписывали исключительно Homo sapiens. Но Homo sapiens там еще не было. Кто делал эти инструменты, неизвестно. Официальная наука признает Денисова пещера одной из самых загадочных мест на планете. Что скрывают нижние слои, которые еще не раскопаны, вопрос открытый. Местные жители называют гору, в которой находится пещера, гора с памятью. И к ней не ходят ночью. Никогда. Вы стоите на берегу. Перед вами вода, темно-синяя, почти черная в тени гор. Глубина — 325 метров. Это одно из самых глубоких озер России. Объем воды, как у Байкала, только площадь в сотни раз меньше. Представьте, вся эта масса воды стоит в узком ущелье, зажатом скалами. Алтайцы называют озеро Алтын-Коль «Золотое озеро». Но золото здесь не в воде. Золото в легенде. В разгар голода один из местных богатырей получил в дар слиток золота. Но голод нельзя победить золотом, и он бросил его в озеро с проклятием. С тех пор на дне Телецкого якобы лежат несметные богатства, и озеро их охраняет. Но это сказка. А вот факт: Телецкое озеро не отдает тело утопленников. Никогда. Температура воды на глубине около 4 градусов круглый год. В такой воде тело не разлагается и не всплывает, оно консервируется и медленно уходит вниз. Водолазы, работавшие на озере, рассказывают, на глубине стоит вертикальная термоклиновая стена. Ниже нее другой мир. Другое давление, другая температура, другая видимость. В 1970-е годы под водой обнаружили затопленные конструкции. Что это такое, официально так и не определили. Версии — от природных образований до следов поселений, ушедших под воду тысячи лет назад. Рыбаки, которые живут у озера поколениями, не называют его красивым. Они называют его живым. И говорят, озеро само решает, кого отпустить, а кого оставить у себя. Есть на Алтае место с официальным именем на карте. Называется Каракольская долина. Но среди местных у нее другое имя — Долина Смерти. И это не метафора, не туристическое название для привлечения внимания. Это предупреждение. Долина находится в Ангудайском районе. Узкая, зажатая между хребтами, с рекой, которая течет здесь как-то неправильно, медленно, почти стоящей пленкой, хотя уклон должен давать быстрое течение. Ученые не могут объяснить, почему вода здесь движется именно так. В долине 53 кургана. 53 захоронения разных эпох, от скифского времени до раннего Средневековья. 2 тысячелетия люди хоронили здесь своих мертвых. Это одна из крупнейших концентраций погребальных объектов на всем Алтае. Но вот что странно. В долине нет следов постоянных поселений. Ни одного. Люди приходили сюда только хоронить мертвых. Никто не жил здесь рядом с погребениями. Никто не строил домов поблизости. Почему? Шаман из соседнего села, с которым удалось поговорить одному исследователю несколько лет назад, сказал просто: «Эта долина не для живых. Мы возвращаем туда людей, которые умерли. Мы не остаемся». Он также сказал, что не входит в долину сам. Никогда. Это единственное место на Алтае, куда он не пойдет. Там слишком много голосов, объяснил он. Они путаются и путают тебя. Геомагнитные замеры в долине показывают аномалии, локальные зоны,
где магнитное поле нестабильно? Объяснений нет. Вы видите ее еще за 100 километров. Белая, двуглавая, она поднимается над всем Алтаем на 4509 метров, высочайшая точка Сибири. Издалека она кажется нереальной. Слишком правильной. Слишком большой. Как декорация, а не настоящая гора. Николай Рерих, художник и мистик, считал Белуху входом в Шамбалу, сокрытую страну, которую ищут веками. Он написал десятки картин с этой горой. На некоторых небо над вершиной светится изнутри, хотя никакого естественного источника света там быть не должно. Это живопись. Субъективное видение художника. Но вот что не субъективно. Белуха — один из самых опасных восьмитысячников Азии. Нет, она ниже 8000, но статистика смертей здесь несоразмерна высоте. Погибших при восхождениях на Белуху больше, чем на многих горах-восьмитысячниках с куда более жесткими условиями. Местные алтайцы долгое время вообще запрещали восхождение. Гора считалась священной. На нее нельзя подниматься не потому, что опасно, а потому, что нельзя. Гора не гостиница и не спортивный объект. Она живая. Так говорили старики. В советское время запрет игнорировали. Альпинисты шли. Часть возвращалась. Часть нет. В 1997 году группа из 8 человек начала восхождение в ясную погоду. Прогноз был безупречным. Через несколько часов гора исчезла в облаках, которых не было в прогнозе. Спасательная операция нашла 3. 5 остались на горе. Спасатели, работавшие на высоте выше 3000 метров, впоследствии описывали один и тот же эффект — дезориентацию, слуховые галлюцинации, ощущение, что кто-то или что-то наблюдает с вершины. Один из спасателей, опытный альпинист с 20-летним стажем, отказался подниматься выше определенной точки. «Я не могу объяснить», — сказал он. «Просто там нельзя». Сегодня Белуха открыта для восхождений. Туристы идут каждый сезон. Но коренные жители по-прежнему говорят: «Зачем? Она вас позовет сама, если захочет». Чуйский тракт — одна из красивейших дорог планеты. В 2017 году американский журнал National Geographic включил ее в топ-10 самых живописных фотодорог мира. Горы, серпантины, бирюзовая Катунь внизу. Едешь и не понимаешь, это реально происходит со мной или я смотрю кино. Но есть участок. Примерно 800 километр, район Акташа. Местные водители знают его и знают, как о нем молчать. На этом участке статистика аварий аномальная. Не потому, что дорога сложнее, она ровная, обзор хороший. Не потому, что покрытие хуже, оно такое же. Просто на этом конкретном промежутке несколько километров машины уходят с трассы с частотой, которую невозможно объяснить обычной статистикой. Водители-дальнобойщики, которые ездят этим маршрутом годами, рассказывают, на 800-м клонит в сон. Не усталость, именно внезапная, острая сонливость, которая проходит сразу, как только проезжаешь этот участок. Инфразвук. Геомагнитная аномалия. Особенность рельефа, которая создает специфический акустический эффект, влияющий на вестибулярный аппарат? Ответа нет. Знаки «не спать за рулем» на этом участке стоят чаще, чем где-либо на трассе. Рядом, у дороги, деревянные памятники. Их много. Больше, чем на любом другом участке Чуйского тракта. Высота 1700 метров. Перевал, через который проходит Чуйский тракт. Официально, просто географическая, самая высокая на трассе. Неофициально, граница. Не административная. Не геологическая. Та, которую чувствуют животные. Исследователи, изучавшие миграцию птиц в регионе, зафиксировали странную закономерность. Несколько видов перелетных птиц огибают Семинский перевал. Не перелетают через него, хотя это было бы логично и экономично с точки зрения пути. Они делают крюк. Зачем, непонятно.
Лошади алтайской породы, которых пасут в этих горах, не заходят на определенные участки склона возле перевала. Пастухи знают эти участки и не гонят туда скот. Лошадь умнее человека в горах, говорит один из них. Если она не идет, значит, туда не надо. На перевале стоит памятник основателям советской власти на Алтае. Монументальный, советский, из гранита. Вокруг него всегда холоднее, чем в нескольких метрах в сторону. Это можно измерить термометром. Метеорологи объясняют особенностями рельефа и воздушных потоков. Возможно. Но местные называют это иначе. Место не приняло, говорят они о памятнике. Как будто земля отторгает то, что ей чуждо. Урочище Пазырык, Улаганский район. 5 огромных курганов, возраст 2500 лет. Внутри вечная мерзлота. Лед, который не таял здесь никогда, сохранил то, что обычно исчезает за тысячелетия. Когда советские археологи вскрыли первый курган в 1929 году, они остановились. Потому что не поняли, что видят. Под слоем камней деревянная погребальная камера. В камере лед. Во льду тело. Тело в одежде, с украшениями, рядом с едой, с оружием. Как будто их положили вчера, а не 2500 лет назад. Среди находок войлочный ковер. Самый древний из сохранившихся ковров на планете. Рисунок на нем настолько точный и сложный, что современные ткачи не смогли воспроизвести его техническую точность слишком тонко, слишком ровно, слишком идеально для людей, у которых не было металлических инструментов нашего уровня. Кем были эти люди? Скифы. Кочевники, которых мы привыкли представлять дикими воинами. Но в их курганах изысканное искусство, торговые товары из Китая, Персии, Индии. Глобальная сеть контактов 2500 лет назад. И вот что никто не может объяснить. Мерзлота в курганах образовалась после захоронения. Это значит, те, кто хоронил здесь своих мертвых, знали, что лед придет и сохранит тело. Они специально создавали условия для вечного сохранения. Зачем? Они верили, что мертвые вернутся. Или они хотели, чтобы кто-то через тысячелетия нашел и понял? Ответа нет. Но мы нашли. И мы не поняли. Здесь я хочу остановиться и сказать кое-что от себя. Когда я собирал материал для этого видео, я несколько раз ловил себя на мысли: окей, аномалии, легенды, мистика — все это можно списать на фольклор, на психологические эффекты, на недостаток данных. А потом я наткнулся на эту историю. И она не мистическая. Она задокументированная. И она меня выбила. В точке слияния Катуни и Чимала цвет воды разный. Катунь — бирюзовая, почти синтетическая, неправдоподобно красивая. Чимал — темно-зеленый. В месте слияния они текут рядом несколько сотен метров, не смешиваясь. Две реки в одном русле. Это видно невооруженным глазом, это фотографируют туристы, это можно увидеть прямо сейчас, и если приехать. Гидрологи объясняют это разной температурой и плотностью воды, явление ламинарного течения. Все логично. Но вот что интересно. Алтайцы тысячелетиями считали это место, где два мира текут рядом, не пересекаясь. Они использовали его для ритуалов перехода, для тех, кто стоит на границе между жизнью и смертью. Для умирающих. Для роженец. Для тех, кого инициируют шаманы. Они не знали слов «ламинарное течение». Они просто наблюдали. И в этом наблюдении тысячелетия внимательности к тому, что мы замечаем мельком, фотографируем и едем дальше. Иногда древнее знание выглядит как суеверие. А иногда как инструкция, которую мы разучились читать. В Кош-Агачском районе, в 20 километрах от границы с Монголией, стоят камни. Большие, вертикальные, вкопанные с точностью, которую сложно объяснить. Местные называют их кезарташ, каменные изваяния. Но это не изваяние. Это обсерватория.
Российские археоастрономы, изучавшие объект в начале 2000-х годов, пришли к выводу, расположение камней соответствует положению звезд в определенный день года, около 3000 лет назад, с точностью до угловых минут. Это не случайное совпадение с такой точностью математически невозможно. Кто-то 3000 лет назад, без GPS, без телескопов, без письменной науки, воздвиг здесь астрономический инструмент точности, сравнимый с современной. Эта точность поставила в тупик всю экспедицию. Потому что непонятно, откуда у кочевых скотоводов бронзового века такие знания. Такие возможности. Объект не вошел в широкий научный оборот. Публикации есть, но немного. Финансирование дальнейших исследований нашли не сразу. По некоторым данным, часть камней была перемещена в советское время при строительстве дороги, без понимания того, что именно сдвигается. Что именно было уничтожено, неизвестно. Это последнее место. И я оставил его напоследок не случайно. Аккем — ледниковое озеро у северного подножия Белухи. Молочно-белая вода. Серая галька. Черные скалы над головой. Ледник, который спускается прямо к воде. Место красивое настолько, что перехватывает дыхание. И место, которого боятся. Туристы и альпинисты, ночевавшие у озера, описывают одно и то же. Ночью — звуки. Ни ветер, ни ледник. Нечто среднее между низким гулом и дальним пением. Без слов, без ритма, но с ощущением, что у этого звука есть намерение. Сопровождается тревогой. Острой, беспричинной. Иногда паникой. Люди уходили из лагеря среди ночи, не понимая зачем. Некоторых находили утром в нескольких километрах от стоянки, без ясного воспоминания о том, как они там оказались. В 2008 году группа физиков из Новосибирска провела инструментальные замеры в долине. Они искали инфразвук. Они его нашли. Частота — около 7-8 Гц. Ниже порога человеческого слуха. Источник — взаимодействие ледниковых потоков, горного рельефа и ветра, создающие устойчивый инфразвуковой резонанс. Абсолютно природный механизм. Вот только. 7-8 Гц — это частота, которая вызывает у человека тревогу, галлюцинации и дезориентацию. Это доказано лабораторно, задокументировано в медицинской литературе. Именно эту частоту используют в некоторых экспериментах по исследованию паники и страха. Природный механизм. Но результат, как будто кто-то специально настроил эту долину так, чтобы люди чувствовали присутствие чего-то невидимого. Наука объяснила феномен. Но объяснение не сделало его менее жутким. Скорее наоборот. 11 мест. 11 историй. Укок, где разряжаются телефоны. Денисова пещера, где жил другой человек. Телецкая, которая не отдает мертвых. Долина с 53 курганами и ни одним домом. Белуха, на которую нельзя. Дорога, которая усыпляет. Перевал, который отторгает. Курганы, где мертвые не замерзли. Две реки, которые не смешиваются. Камни, которые смотрят на звезды. Долина, которая поет страхом. Каждое из этих мест можно объяснить. Геология. Физика. Психология. История. Но вот что меня не отпускает. Для всех этих мест через тысячелетия разные народы, не знавшие друг друга, пришли к одному и тому же выводу: сюда нельзя. Или сюда только с уважением. Или сюда, но знай, что делаешь. Они не читали научных статей. У них не было приборов. Но они знали. Может, дело не в мистике. Может, дело в том, что люди, которые жили в непосредственном контакте с природой тысячи лет, умели слышать то, что мы разучились слышать за городским шумом. А Алтай до сих пор говорит. Просто не все слушают. Если это видео тронуло тебя, поставь лайк и подпишись. Напиши в комментариях, ты бы поехал на Алтай? И если был, что ты там почувствовал?
Иногда самые честные ответы приходят именно оттуда.